Всем привет! Сегодня мы идем в новый поход в долину Азадбаш. Также некоторые называют еще ущелье Азадбаш. Вот. Поход наш начинается с поселка Таваксай. И, кстати говоря, с этого поселка также люди идут в долину Таваксай. Мы идем по холмам, из которых открываются вот такие удивительные виды. Посмотрите, как красиво осенью здесь. Нас решили сопровождать пару собак местных, чубанских. Вот такое часто бывает. Проходим мимо отары овец. Здесь вот видно, здесь овцы. Потом там чуть дальше тоже. Везде еще пасут овец, хотя травы уже очень мало. Она вся, похоже, съедена. Пейзаж немножко изменился, но все равно выглядит довольно-таки безжизненным. А вот и первый снег, можно сказать. Хочу прям по нему пройтись. Здесь теневая сторона, поэтому снега немножко осталось еще. А вот здесь уже снега осталось побольше. Он как будто специально остался, чтобы нас порадовать своим присутствием. Пейзаж практически одинаковый. Хотя вот сейчас я подойду к обрыву и посмотрим, что там внизу. А внизу там видно, что на теневой стороне много снега. И вот здесь такое ущелье. Пока наша группа стоит, отдыхает, я хочу вам показать еще. Вот подойду к обрыву и посмотрим. Ну, здесь пейзаж, как я говорю, очень похож друг на друга, но все равно немножко различия есть. Мы продолжаем идти по холмам, и вот сейчас подходим к очень интересному камню и дереву. Похоже, что дерево здесь раскололо камень, огромный валун надвое. Посмотрите, очень интересно, прям посередине. Заходим в аллею, можно сказать, из деревьев. Лежит снежок вокруг, потому что тут немножко такая теневая сторона. Обошли один из холмов, и здесь открываются нам снова холмы. Ну, я представляю, тут, наверное, весной что-то похожее, как в Новой Зеландии будет. По пути нам встретилось дерево боярышника. Вот, посмотрите, тоже все усыпано плодами. И входим в такую небольшую рощицу. Тоже похоже, что фруктовые деревья. Вот этот боярышник везде. Мы продолжаем петлять среди холмов, через овраги, поднимаясь и спускаясь, проходя мимо деревьев того же боярышника, которого здесь очень и очень много. Но он какой-то несъедобный, плоды горькие. А вот, кстати, там вот видно, что это такой вот ручеек, поросший травой. Интересно видеть здесь зеленую траву в обрамлении всего высохшего. Остановился, чтобы показать вам ущелье, которое раскинулось внизу и поверху которого мы идем. У нас то подъемы, то спуски, но в основном больше спуск. Мы, похоже, спускаемся в само ущелье, к ручью. Мы продолжаем идти над каньоном, который вот так заканчивается интересным тупиком скальным. И вокруг разбросаны камни. Очень интересно, на земле просто лежат камни, как будто их кто-то взял и выбросил. Похоже, мы начинаем спуск по большому водопаду. Да, вот я отсюда вижу уже, что есть там водопад. Сейчас подойдем и глянем на него сверху. Видно край обрыва, но не знаю, насколько он крутой. Буду подходить осторожно. Тут, наверное, даже можно как-то и спуститься. А вот водопад. Вот он какой красавец.
спускаться мы не будем, потому что здесь спуск очень крутой. Это надо возвращаться назад и там дальше потом идти вдоль ручья. Мы только отсюда его посмотрим. Здесь вот, можно сказать, обрыв. Надо аккуратней, осторожней. Вот водопад немножко с другого ракурса. А вот если прям посмотреть на него сверху. И совсем недалеко от того водопада мы здесь видим еще один такой не водопад, а можно сказать каскад. И вот вид этого каскада, водопада сверху. Сейчас я пойду вдоль него. Как сильно бьется вода. Здесь люди летом купаются. Тут вот такие прям ванночки можно посмотреть. И дальше идем. Вдоль русла. И здесь тоже нас встречает еще один небольшой водопадик. Вот как красиво вода стекает, прям как по стене. Ну, не как по стене, а есть по стене. Очень симпатичный. И также есть ванночка, где можно летом покупаться. Сейчас подхожу к нему сверху. И вот так он выглядит сверху. Тоже очень красиво. Решили разжечь небольшой костерок, чтобы приготовить чайку. Я сегодня пью чай из такого вот импровизированного стаканчика, сделанного из жестяной банки. И хотел бы с вами попрощаться, потому что обратная дорога будет точно такой же. И, ну, конечно, я, как обычно, если что-то будет интересное, обязательно сниму. И, и пару слов вот об этом походе. Поход несложный, просто небольшие подъемы, спуски. Но вид, как сказать, хотя и осень, но все равно какие-то вот такие большие дальние расстояния, очень, очень интересно посмотреть. И было бы, конечно, хорошо сюда вернуться весной, когда здесь все будет покрыто зеленью. Это, я думаю, будет вообще очень красиво и просто шикарно. Давайте, до свидания, до новых походов, всем пока.
на обратном пути решили заскочить, так сказать, вот на вот эту гору. Называется она Верблюжья гора. Итак, мы начинаем подъем. Говорят, у нас есть всего 12 минут на это. И мы сейчас должны будем поставить рекорд. И вот мы подходим к вершине, и там даже есть какая-то стрела. Фух, запыхались. Сейчас посмотрим, что там на этой стреле. Есть ли надпись, сообщающая нам, что это за гора. Называется Дастар-Козы. Высота 1181 метр. За 10 минут приблизительно. А рекорд сказали, нам надо, чтобы как бы быть таким подъемщиком на эту гору, надо хотя бы 12 минут. Но мы за 10. Очень хорошо. Давайте посмотрим, какой открывается здесь вид с вершины этой горы. А вид здесь красивый. Но там вот часть, конечно, все в тумане. Но где не в тумане, там снежные горы. Сейчас еще раз на эти снежные горы наведусь. Вот дальше. Хотя чуть-чуть выше, можно сказать, чем мы, но уже все в снегу. Очень красиво. Нам осталось спуститься с этой вершины и еще немножко обратного пути. На вершине тут такие интересные камни. И также опять дерево, пробившееся среди камней.